Приветствую всех, с вами Холдым, и мы продолжаем наше приключение за орден Штант Хенквилл и нашего лидера Вингфрида фон Кантербурга. У нас сейчас опять-таки хочу кое-что сообщить, именно крайне важную новость, а именно то, что я очень благодарен всем тем, кто смотрел первую серию прохождения, больше 50 просмотров, а это очень даже неплохо. Это показывает, что интерес все-таки у вас к этому прохождению есть. Да и к тому же этот видеоролик был больше часа. Так вот, и немножко небольшие правила озвучу, именно, точнее, такие предпосылки, что даже если мы потерпим поражение от речных пони, я могу завершить прохождение, если увижу, что у вас не будет интереса. Ну или вы можете опять-таки попросить меня в комментариях, даже если интереса не будет, то в комментариях будут меня просить все-таки добить до конца и осчастливить абсолютно все речные земли, а не только наши два графства, то я завершу прохождение даже несмотря на... Точнее, закончу уже его победой, несмотря на плохие просмотры. Сейчас мы будем продолжать воевать за Лонгспорт. Ситуация довольно тяжелая, и нам надо молиться, чтобы нашу столицу, а именно Садвансон, не взяли, потому что это на этой столице держится вся стабильность нашего Лонгспорда. Если оно падет, если они падут, то нам придется уже дальше уже будет придется ботаться с правопреемниками Лонгспорта. Это не очень, потому что у нас и так людских ресурсов кот наплакал. Короче, да, такие вот неприятные ситуации. Посмотрим, что будет дальше. У меня под рукой чаечек, так что буду частенько отпивать от него, так как ивентов будет и интересных событий будет еще много. Всем приятного просмотра и погнали! Все. Тайны камней разума. Вингфрид фон Кантербург, Диметрус Кампхаус. Кампхаус, Карл фон Цельдау, Вильгельм Штакельберг и еще несколько грифонов спускались по лестнице, пока наконец не достигли большой комнаты, украшенной странными декорациями. Это была помесь старых румерских рун, инографии, староверов и, что несколько странно, декорации, в которых Диметрус признал что-то из книг про речные земли. Посреди всего этого стоял Эдлер фон Вингенберг, одетый в странное красно-белое одеяние. Посреди всего этого стоял Эдлер фон Вингенберг, одетый в странное красно-белое одеяние. Он торжественно поприветствовал их и пригласил присесть на пол. Диметрус и Карл обменялись удивленными взглядами, в то время как Вильгельм осматривал образы жителей речных земель. Приветствую вас, друзья мои! Добро пожаловать в это место отдыха и размышлений. Вы можете считать его домом для вашего разума и местом для исцеления вашего тела. Эта камера сделана из исключительно чистых тектитовых камней, и благодаря этому мы изолированы от злой магии и можем мыслить девственным умом, таким, каким он был был э, каким он был в прежние утраченные времена пребывания наших предков в Оглед. Сестра Хельдегард, пожалуйста, спойте для наших гостей. Счастливый Эдлер уступил место в центре комнаты Гриффине и сел рядом с великим магистром Вигфридом. Грифон начал петь что-то странное и ритмичное, повторяющееся, а Эдлер кивал под ритм, а через некоторое время к нему присоединился и Вингфрид. Диметрус глубоко вздохнул и повернулся к Карлу, который тихо подтягивал из своей фляги. Он перестал, когда понял, что Кампхаус заметил это. Ветеран взял флягу и сделал глоток, после чего попытался передать ее Штакельбергу. Но рыцарь не сделал не обращал на него внимания. Он застыл с таким выражением, что Диметрус смог описать лишь как что-то между агонией и лицом того, кто съел гнилой лимон. Он вновь глубоко вздохнул, сделал глоток и вернул флягу Карлу. Похоже, это будет долгий вечер. Это было странно. Да, что-то это мне напоминает сходки ННРБ или что-то подобное. Так, ладно, продолжаем.
Да, у нас тут строятся всякие вещи. Как видите, промышленность у нас просто огромная. Короче, да, такие вот дела. Пока что давайте тогда попытаемся победить. Отлично, и мы берем город. О, отлично, сейчас они должны капнуть. Они должны капнуть, как я понял. Ну капайте, блин. Вы специально капать не хотите? Как будто специально капать не хотят. Короче говоря, какая-то странная ситуация у нас. Ладно, надо нельзя им дать взять город. Тихо, пусть они там встают. Теория заговора. О. Так, все прочтем. Но пока что ситуация довольно неплохая. Пока что наши пацаны продвигаются, смотреть потихоньку. Но это хорошо. Главное, столицу не просрать. Главное, не просрать столицу ни в коем случае. Теория заговора. Вильгельм фон Штакельберг наслаждался ночью в выпивном зале «Золотое крыло». Любимом месте встречи рыцарей и офицеров ордена. Атмосфера была приятная, но сидящие за столом были несколько встревожены. Его старым другом Фридрихом. Встревоженный его старым другом Фридрихом. Бедный Грифон вышел, выпил больше, чем стоило бы, и начал буянить. Вильгельм уже позвал за солдатами, чтобы те отвезли его в покой. Когда Фридрих ударил по столу, перевернул несколько кружек пива вверх дном. Как же вы все наивны, как маленькие пташки. Почему вы не видите этого? Вильгельм не отвечал. Он ненавидел пьяницы и выходки, даже если они были от его друга, и пытался его успокоить. «Не трожь меня, это сделали они! Они убили Урлаха! Они убили его, потому что он был им более не нужен! Это дело их когтей! Дело фон Кантерберга! Тьфу ты. Дело фон Кантербурга, ладно, да, Кантербурга, а также его... А также его дело, ну ладно, а также его дело. Рейдрик вскочил со стула и когтем указал на Эдлера фон Вингенберга, сидящего за соседним столом. Офицер заметил, что это, и сурово посмотрел в его сторону. Вильгельм снова попытался успокоить своего друга, но безуспешно. Он продолжал буянить, схватил бутылку и продолжил говорить что-то невнятное. Некоторое время спустя военная полиция вынесла его из зала, как и любого пьяницу. Он не сопротивлялся, однако Вильгельм понимал, что этим дело не закончится. На следующий день поступило известие об аресте и понижении в звании очередного рыцаря, распространявшего клевету о великом магистре. Мы не допустим вранья. Ну да, мы ни при чем тут, мы белые и пушистые, мы никого не трогали, мы только осчастливливаем, мы только дарим счастье. Да. Как бы нам, не знаю, все-таки одержать победу. Давайте теперь попытаемся хоть как-то уничтожить их. Ой, они тут котел сделали. Тихо, не давайте этим собакам разгуливать. Чего они задумали? Берут, разгуливают тут, где попало. Давайте задушим эти долбаные котелки сейчас. Все, минус котелок, отставка Августа. Секретная служба, отлично. Так. Где тут? Вот она. Военная полиция. Наши силы правопорядка недостаточно сильны, чтобы держать пони и прочих диссидентов в узде. Вингфрид предложил милитаризовать их, превратить в военизированные группы, в которые могут поступить любой фанатичный подросток. Это не только покажет молодым грифонам силу нового Хэнквилла, но и также окажет давление на наших внутренних врагов. Это хорошо. Организация дивизию, кстати, фактор военнообязанного, это хорошо. Отставка Августа. Август фон Альтерсберг
был вызван в офис великого магистра, что сильно озадачило его. Кантерберг никогда особо не интересовали архивы, и он никогда не нуждался в исторических записях. Когда архивариус вошел в офис, Вингфрид улыбнулся и встал, чтобы приобнять его. «Дружище, я так рад тебя видеть. Надеюсь, твой день удался». Август был ошарашен фамильярностью великого магистра. Не смог сразу ответить. Впрочем, его все равно перебили. «Я был так огорчен твоим решением об отставке. Ты служил нам долго и хорошо. Это была великая потеря для Ордена, равная лишь потере памяти». Август явно охренел от услышанного. «Но ведь, мой великий магистр, боюсь, у вас неверные данные. Я ведь не ухожу в отставку». «Хочешь сказать, я ошибся?» «Больно создавать такое, ну ладно. Похоже, старость всем портит память. Может, у меня есть то, что освежит ее и себе». Великий магистр подошел к столу и взял из него письмо, после чего показал его Августу. Это было подписано им заявление об отставке. Поддельное, конечно, но это было оно. Архивариус понял, к чему идет дело, и поблагодарил великого магистра, в то время как Вингфрид пояснил ему, что к его дому также будет приставлен охранник в избежание произошедшего с Урлахом. Позже вечером Август изучал свои юридические книги в отчаянных поисках чего-то типа имперского регресса, когда неожиданно он услышал приближающиеся из коридора шаги. Артельсберг вскочил с сиденья и решил было спрятаться, но когда дверь в архивную открылась, его крыло задела книга. И та упала. Август в панике застыл, смотря в направлении двери. В архивную вошел Карл фон Сольдау. Солдат подошел, но не угрожающим, а скорее важным выражением на лице. Он потянул Августу свой коготь и передал ему запечатанное письмо. «Вы отправляетесь в храм Эйр в Сольдау. Пилат, мой друг, он защитит вас, как сможет. Это все, что я могу для вас сделать. Пожалуйста, не задерживайтесь для вашей же безопасности». Август взял письмо и вздохнул. «Спасибо, Карл. Он уйдет так или иначе». Короче... Ну да, к счастью, его не тронули. Ну да, кстати говоря, довольно странновато. Старых консерваторов, они, их лидера нафиг уничтожили. Уничтожили и убили, а вот гармонист смог сбежать. Ну, точнее, как сбежать, просто стоится в каком-то храме. Блин, мне бы военизированную экономику, но это еще недолго, так что давайте, я не знаю, частичную мобилизацию или чего тут. Военный магнат, кстати, скорость военных заводов, это надо. Это понадобится. Ну и, и военный опыт. Ну хотя, какой военный опыт, если у тебя даже нету нормальной промышленности. Так что, давайте тогда, получается, военного магната возьмем. А потом еще и частичную мобилизацию врубим. Хотя ее надо почаще будет врубить. Побыстрее. Отлично, еще минус дивизия. Отлично, уничтожили еще одну дивку. Пошлите, давайте поможем дивизии спастись, а то мне что-то не нравится, куда все идет. Пойдем поможем им поскорее. Что-то мне не нравится, куда все идет. Давайте вот так вот сейчас зайдем и окружим ее. Так, секундочку. Изучить? Ну, изучаем. Что еще изучить-то можно? Ой, какой же у нас дебаф к исследованиям, боже мой. Ладно, мне кажется, надо уже бежать не по политическим фокусам, а по исследованиям. Там можно будет убрать эту долбанную дебаф? Это, превосходство. Шахты. Вот фабрика, кстати. Во, наращивание промышленности надо. Строительство строительные бригады. О, кстати, вот сюда вот надо, кстати говоря, поскорее. Ну, давайте тогда сейчас закончим с военизированной полицией. И пойдем уже дальше по экономической ветке. Надо ее скорее заканчивать, а то мне что-то не нравится. Мне надо поскорее уже брать, как говорится, фокусы не политические, а скорее
другие. У нас и так с ставкой уже все более-менее нормально. И нашей власти ничто не угрожает. Так что, как говорится, пора экономикой заняться. Блин, нас что-то вообще пипец как больно давит. Тихо. Отлично, защитили. Давайте атакуем. Уничтожим эту дивку поскорее. И минус еще одна дивка у повстанцев. Великолепно. Теперь у повстанцев почти не осталось дивизий. Осталось теперь только их... Давайте теперь задавим их. Давайте сюда двигаться. Ну ничего, кажется, ситуация уже выправляется в нашу пользу. Ой, опять эти кредиторы. Из Сольдау поступают ужасные известия. Банда кредиторов вновь нанесла удары. На этот раз это дорого нам обошлось. Их целью стало хранилище Санбанка в Сольдау. А простота, с которой они провернули свое дело, показала, что им помогли изнутри. Несмотря на использование нашим гарнизоном бронированных машин, бандиты сумели убить наших бравых гвардейцев и скрыться со всеми награбленными средствами. Командир местного гарнизона подал в отставку, не выдержав утрат и давления ставших следствием этого нападения. Ограбленный балк является старейшим учреждением Хэнквилла, а вместе с этим и главной площадкой для торговли между Хэнквиллом, Катеринским княжеством и империей Грифонов, а также важнейшей финансовой опорой ордена. Ведь именно благодаря ему Хэнквилл проводит военные закупки на Западе. Повстанческое отродье, блин, надо скорее разбираться с этим. Давайте уже голос возьмем. Надо взять город. Ладно, не получается нам взять этот город. Мы его не пробьем? Не, получается, кстати. Получается, пробиваем. Все-таки наши дивизии посильнее. Давайте сейчас пробьемся. Пробьемся прям со всей мощи. Давайте, давайте, побеждаем. Уничтожьте уже их, у вас сил побольше. Сейчас мы покончим с этими коммунистами. Раз и навсегда. Чего у нас не хватает? Буксирная артиллерия, блин. Ага, и где эти заводы? Надо скорее промышленность наращивать, а то у нас уже заканчивается артиллерия. Это плохо. Мы так рискуем потом сильно пострадать. Отлично, все, пали. Минус чертовы пони. Наконец-то мы покончили с ними. Военизированная полиция, все отлично. Теперь департамент экономики. Первое правило любой экономики заключается в том, что у нас нет всего необходимого. А почему? А потому что враги Хэнквилла удерживают свои ресурсы, намереваясь остановить наш промышленный прогресс. Государство должно вмешаться и начать контролировать промышленность, производство ресурсов и поток товаров. Это единственный способ выжить. Просто эффективность, макс эффективность. Отлично, теперь нам осталось быстро двигаться уже на орден. Ну все, орден трындец. Мы можем официально признать, что орден трындец. Мы его сейчас задавим. Мы просто задавим его числом. Мы уничтожим его. Теперь он остался один против нас всех. А у него дивизии там сколько там? Сколько там у него дивок теперь, если посмотреть по воинам? Вот где-то там гражданка. Вот. У них против наших 13 10. Ну, примерно, да, мы все-таки равны, но у них потерь... Не. Ладно, надо просто поокружать их. Надо поокружать их тогда. Надо окружение сделать. Вон тут две дивки. Надо попытаться вот так вот пройтись вот так вот. Окружить их вот так вот. И уничтожить эти две дивизии. Даже 3. Так, жрица Арктурия. Из храма Арктурия в центре Хэнквилла доносились звуки многочисленных молящихся. Грифоны со всех уголков города, а в их числе и рыцари, пришли сюда на церемонию Анчпозенха... Тьфу. Тяжело произносить, язык уже заплетается. Лозенхайн... Тьфу. Лозенхайнтнехт.
Они будут молиться всю ночь, прежде чем отправиться на общий завтрак, в то время как воины среди них будут сражаться с традиционными мечами и копьями. Во всяком случае, они должны были. Ранним вечером в храм с диким грохотом ворвались вооруженные солдаты. В их главе стоял ужасающий Диметрус Кампхаус. Он прошел в храмовую алтарью, держа какой-то документ в своих когтях. Один грифон вышел из молебен и встал на его пути. Это был рыцарь внутреннего совета Вильгельм фон Штакельберг, явно недовольный вторжением. Что все это значит, Кампхаус? Это ведь храм! Кампхаус остановился перед своим братом по оружию, отдал честь и показал ему документ. Штакельберг взял его и приступил к чтению, пока Кампхаус вводил его в курс дела. Лично мне незачем прерывать церемонию, но у меня приказ. Я должен арестовать священника Каперчери за подрывную деятельность и подстрекательство к мятежу. Штакельберг несколько ошеломленно посмотрел на Кампхауса. Диметрус когтем указал на печать на документе. «Приказ великого магистра». Штакельберг с мрачным лицом отступил. «Продолжайте. Предатели повсюду». Чисточки, чисточки, чисточки. Продолжаем чистить и священнослужителей, и всех подряд. Что? Уже несколько недель усиливаются атаки коммунистического подполья, а их целями зачастую избираются члены правительства, хотя многие из них даже не были публичными фигурами. Поползли слухи о том, что среди высших чинов засесались кроты КПХ, однако недавний захват подпольной ячейки партизан Пони прояснил ситуацию. Среди вещей была найдена копия альманах героев ордена Хэнквилла с заметками партизан. Они захватили книгу, которая должна была восславлять наших солдат и верных служащих, и использовали ее как расстрельный список. Убийствами также способствовали детальные биографические заметки о жертвах, внесенных в альманах. Книгу сразу же убрали из магазинов, однако непоправимый урон уже был нанесен. Ёкарный бабай. Мне кажется, надо царство террора. Ладно, придется забыть о экономике, потому что если так все продолжится, мне что-то это не нравится. Давайте скорее штурмовиков, может, легализуем. Хотя не. Сначала царство террора. Пони в нашей стране не только создают проблемы, но и представляют огромную угрозу для стабильности и благополучия нации и ее граждан. Пришло время осчастливить их всех. Хэнквилл всегда будет домом для всех счастливых грифонов и пони. Да, я специально перефразировать слова. Я не буду это зачитывать. Мне не хватало, чтобы YouTube, обессутил. Я знаю его и его небольшие беды с башкой. Он может обессутить. Причем конкретно. Блин, и как мне нафиг пробиться теперь? Фестиваль. А, вот. Фестиваль Голубой Луны, как я знаю. Блин, вот как бы нам пробиться-то? Вот понять бы как. Кстати, есть вариант, конечно, но... Блин, тут река. Тут обидно, что тут река нафиг. Вам придется подождать немножко. Сегодня грифоны по всему миру собрались, чтобы отметить ежегодный фестиваль Голубой Луны. Это традиционный зимний праздник, некогда зародившийся в Гриффинстоуне. Считается единственным временем года, когда грифоны добры друг к другу. Семьи на день откладывают свои распри и собираются вместе, чтобы обменяться подарками, украсить свои дома и насладиться вкусной едой, состоящей из лепешек, теплого гоголя-моголя и золотой овсянки. Даже во время войны грифоны предпочитают отдохнуть от боевых действий и нередко получают увольнительную, чтобы посетить свои дома. Несмотря на многочисленные общие черты, этот грифоний праздник отличается от эквестрийского кануна Дня Согревающего Очага. Он не посвящен определенному историческому событию. Во время фестиваля не проводятся театральные постановки, и у этого праздника есть религиозный подтекст. Говорят, что этот праздник посвящен Грифониему пантеону, уделяет особое внимание трем его главным богам – Борею, Эйр и Арактурию. На протяжении долгих лет архонты пытались заставить прославлять на этом празднике только трех главных божеств. Но и сейчас на периферийных и в последнее время
и пограничных регионах грифоны почитают и других меньших божеств. Однако в последнее время религиозное значение фестиваля понизилось. Теперь это в первую очередь культурное мероприятие, посвященное общему наследию всего грифоньего вида. Кроме того, различные сообщества грифонов отмечают этот фестиваль по-разному, а традиции становятся все более экзотическими по мере удаления от Гриффинстоуна. Тост за семью и единство. И я давайте так же. За семью и единство, друзья мои. Неплохо, давайте тогда. Как минимум, нам надо за этот эпизод закончить уже войну в Лонгспорте. Нам надо ее закончить поскорее. И поскорее. Давайте попытаемся пробиться. Не получается никак. Давай, бей меня, бей. Праздник зимней луны, но это плевать. Это нас не касается. Если мы будем уже в Эквестрии, когда будем играть в Эквестрии, я почитаю эти ивенты. Ну, блин, пробейся уже. Вообще не получается пробиться никак. Ладно, придется, мне кажется, прекратить наше наступление. Хотя нет, пробиваемся все-таки. Пробиваем собак. Медленно, но верно пробиваем. Давайте, главное не давать им прекращать наступление. Так, станки. Хорошо. Национальные стандарты. Так, ну давайте берем расширенные рабочие пространства. Потому что на авиацию мне как-то честно говоря, все равно. Фловьен отменяет банковскую тайну. Традиция конфиденциальности клиентов, которую веками соблюдало государство Вольный город Фловена, сегодня пришел к концу. Руководящий орган сеньорий единодушно проголосовал за отмену многочисленных законов, принятых в течение многих лет, которые делали раскрытие информации о клиентах наказуемым правонарушением. Уже были опубликованы тысячи документов, и теперь сотни богатых лиц по всей Грифонии были обвинены в использовании банковских счетов. Фловьены для уклонения от налогов и отмывания денег. Многие миллионы уже были конфискованы, хотя банки потеряли много клиентов. Их честные и законопослушные клиенты счастливы как никогда. Кажется, нам придется использовать со услугами других банков. Согласен. Подожди. О, блин, мы больше не можем попросить денег у Фловьены. Только Скайфол остался. Торговая федерация Скайфол. Это плохо. Фу. Что это такое за честные, блин, буржуи? Что это за банк такой честный? Буржуи не могут быть такими. Нахрена они своим в спину стреляют? Или это типа потому, что законопослушные больше денег дают? Сомневаюсь. Давай. Тихо. Так. Куда биться будем? Куда будем бить? Ну давайте дальше пробиваться. Вот так вот сейчас. Вот так вот резким ударом. Сейчас их дивизии все равно окружены. Хотя, кстати, давай сюда. Котел. Окружаем. Убиваем. Уничтожаем их скорее. Давайте, уничтожьте их скорее. Отлично, давайте еще раз. Давайте поможем им уничтожить царство террора. Великолепно. Прошлой ночью в 10 минут первого началось нечто. Улицы внезапно озарились светом факелов. Толпы грифонов прошли по улицам столицы, вскрикивая песнопение по пути в гетто Пони на окраине города. Группа полицейских в своей форме, похожих на солдат, открыла ворота в гетто, ранее закрытые для того, чтобы запретить Пони покидать свое место проживания. Началось осчастливливание. Спустя всего 3 минуты все дома запылали. Послышались хлопанье, а радостная толпа. А радостной толпе пытались противостоять преступники и смелые... Пытались противостоять отчаянные и смелые пони. Это было бесполезно. К концу ночи, всего через час после начала осчастливливания, гетто Пони снова затихло. Все они до единого были осчастливлены. Были счастливы. Эта ночь была только началом чего-то гораздо большего. По всему Хэнквиллу грифоны так осчастливливают
всех пони, которым не повезло попасться им на глаза. Правительство высказало свою позицию более чем прямо. Хэнквилл является домом для грифонов. Для грифо... Только для грифонов. В конце концов, мы осчастливим всех. Да, добро пожаловать. Отлично, неплохо. Осчастливить пони, умиротворить пони. При наших грандиозных планах мы не можем просто взять и осчастливить всех пони в Хэнквилле. Это невозможно, нам просто не хватит инструментов, да и пони бы так просто не согласились бы. Вместо этого мы займемся активной кампанией, побуждающей пони эмигрировать, а те, кто останутся, будут умиротворены. Это гарантирует нам безопасность без лишних проблем. Ну давайте. Разберемся наконец-то с осчастливливанием населения, а потом уже акт новой земли, идеологическое образование. Кстати, давайте сюда, надо не... Вот куда нам надо. Давайте тогда откажемся от пони, пока что акт о новой земле, и дальше надо идеологическое образование. Надо скорее искоренить безграмотность. Некоторые части нашей страны все еще остаются относительно незаселенными. Мы должны начать грандиозную кампанию по переселению и миграции, чтобы заселить даже самые дальние уголки. Таким образом мы привлечем новых налогоплательщиков, которые будут финансировать наши цели. Это хорошо. Да, хорошо, пусть идет тогда пока что так. Давайте уничтожаем дивизию, все. Отлично, а теперь у нас открылся путь прямо на столицу, давайте. Тихо, 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 куда это ты? Так, давайте отобьемся от них. Отлично, отобьемся, и теперь скорее движемся к столице теперь. Теперь им дивизии просто не хватит, чтобы нас сдержать всех. Пусть попытаются нас остановить, мы сейчас возьмем столицу. Отлично. Сейчас они должны капитулировать рано или поздно. Они ведь капнут сейчас? Я надеюсь, вы капнете? Ну капните уже. Блин, пары процентиков не хватает. Пацаны, давайте, пару процентиков всего лишь набить осталось. В оборону. Блин, нас как-то выбивают. И это мне не нравится. Давайте, грифоны, вперед! Помогите! Аквилийская революция? Давайте, берите регионы потихоньку. Отлично, победа! Отлично, пацаны, мы победили. Все-таки мы победили. Вот что называется ум. Мы победили. А значит, Лонгсфорд к нам присоединится. Они должны скоро к нам присоединиться, как я знаю. У них там ивент будет. Письмо графа Даскатлона. Сегодня вечером пришло письмо исключительно для глаз Вингфрида фон Кантербурга с печатью графа Лонгсфорда. В нем Палас Даскатлон подробно объявил, как он лично осчастливил сволочь-предателя своими собственными когтями и создал самую чистую нацию во всей Грифонии. Несмотря на то, что Даскатлон, как известно, трус и нехороший человек, факт остается фактом, и реформисты победили в длинной войне в Лонгсфорде. Можно лишь догадываться, как ему удалось победить, но тем не менее были составлены планы быстрой интеграции лонгсфордских земель в наши собственные, чтобы вместе мы могли подготовиться к финальной битве с пони. Отправьте Даскатлону в самую дальнюю дыру. Ой. А, это сразу? Я думал, типа, время. Ладно, мы победили, мы автоматически получили себе все. И все национальное. Все теперь национальное. Мы победили. О, Роза Хайденрайх. Хайденрайх, она очень довольно хорошая.
хорошая, так скажем, птенчик. Кстати говоря, за нее можно будет тоже прохождение замутить. Она типа Дерливангера из ТНО. Там можно будет бандитскую империю организовать. Наконец-то мы можем производить больше, чем одну артиллерию. Великолепно. Наконец-то больше производства. Хоть что-то производить теперь можем. Теперь хоть что-то производить возможно. Наконец-то. Просто великолепно. Ну что ж, отлично, поздравляем. Они все национальные? Да, они нам все национальные. Просто великолепно. Мы получили столько хороших людских ресурсов. Ну и все. Теперь декрет. А вот и добровольцы вернулись. Наш дорогой товарищ. Кстати говоря, можно будет, возможно, все хорошие дивизии именно рыцарей ему передать. Так скажем, так как он генерал довольно хороший, он уже подкачался, уже подкачивается потихоньку. Возможно, надо будет ему самые хорошие дивки передать. В его личную гвардию. Это будет чисто личная гвардия, самый элитный отряд, который будет вообще всех уничтожать. Ну что ж, а пока что мы вообще с кем-то воевать будем? Далее. Великий поход, но кажется, это уже будет, ну, понятно кто. Я думаю, понятно кто. Ну ладно, тогда пока что нам придется, значит, военную мощь сосредоточить на границе со всеми не очень хорошими товарищами. Пока что у нас, конечно, не хватит на всю границу, даже на нашу всю протяженную. Хотя нет. Каким-то образом мы даже покрываем всю границу. Так, давайте фельдом ее сделаем. Повысим ее и сделаем ее фельдом. Она прям очень хороший, кстати говоря, генерал. Строгий лидер. Скорость восстановления минус, блин. Всего один... Ну, это через 100 дней будет убрано. Грифон. Мастер штурма. Атака укреплений. Ну, я не знаю. Конечно, хороший геник. Ну, ладно, давайте ее возьмем. Все-таки хороший. Она геник, она заслужила это. Она куда полезнее, чем там... Подожди, а вообще этот наш друг вообще есть в гениках? Блин, а его даже в генералах нету, гык. Его даже в генералах нету. Да, его реально в дыру сослали. Его даже нету ни в одном вообще. Он даже его даже маленьким командующим, даже небольшой армии не сделали. Настолько он ужасен. Мошенничество, штурм сигаретен. Извиняюсь, надо все-таки попивать, а то... Ну что ж, неплохо. Первую миссию мы выполнили, а знаете... Так как я буду делать в серии покороче, вы потом именно мне сообщите. Сейчас мы прочтем тогда этот ивент и закончим. Так как именно дальше уже скажете. Если надо, я буду делать видеоролики подлиннее. Мошенничество, штурм сигаретен. Сигареты ШС уже давно являются причиной разногласий в Хэнквилле. Несколько клерков в нашей администрации начали жаловаться на непрозрачность счетов компании и якобы уклонение ее от уплаты налогов. Стало совершенно ясно, что некоторые штурмовики используют привилегии и ресурсы компании для своих собственных нужд. Да ну! В итоге штурмовиков рассердили эти слухи, что привело к нескольким стычкам. Тем не менее, они все еще верны своим лидерам. Некоторые члены Совета и рыцари призвали к урегулированию этой ситуации с целью прекращения разыгрывавшегося циркового представления. Однако Эдер фон Вингенберг мешал любым попыткам реформирования, используя все свое влияние на орден. Великий Магистр не решился идти против него в этом вопросе. Они могут хотя бы охладить свой пыл. Блин, это плохо. Это плохо. Надо скорее с ними, ну, как говорится, это самое. Может, давайте легитимизируем их, а? Может, это прекратит их буйство, а? Ну ладно, давайте закончим с землей. Акт новой земли. Давайте, акт новой земли. Отлично. Василий Витин назначен новым гессеком, но это нам плевать на это. Ну, плюс там на гражданку. Это скорость восстановления дивизии, атака дивизия плюс.
одном подразделении штурмовиков. Ну, дальше идеологическое. Наших граждан, как молодых, так и старых, нужно обучить истинным ценностям жизни. Они пройдут путь от базовой математики и письма до естественного соперничества между грифонами и пони. Ну, кстати говоря, надо закончить уже, продолжить путь. Это еще плюс фабрики. Как хорошо. О, 10 фабрик, еще плюс те фабрики, которые мы получим. Но, возможно, если мы постараемся, мы все-таки мы закончим великий поход, как и хотели. Ладно, надеюсь, вам понравилось. Продолжим наше путешествие, наше приключение уже в следующей серии. Кстати говоря, давайте делаем частичную мобилизацию поскорее. Скорее частичную мобилизацию делаем. И теперь у нас побольше фабрик будет. Конечно, с нашим количеством это бесполезно, но скоро их наспамят нам. Фокусы. Так что ладно. Продолжим уже в следующей серии. Мы одержали великую победу. Теперь наше государство поглотило Лонгспорт и поглотило его без лишних, вообще без каких-либо проблем. И теперь вся армия Лонгспорта принадлежит нам. И наша армия уже неплохо, почти 100 тысяч. 100 тысяч. Неплохо, конечно. Хотя нам, конечно, нужно будет больше, чтобы мы одержали победу. Ой. О, наша сестренка. Блин, нашу сестренку свергли. Фу, что за дрянь? Это тут наша сестра была. Хоть она, конечно, и безумная, но, блин, она хорошая была. Вы за что так с ней? Вот скотины, мы вам устроим за это. Я, блин, если надо, даже после победы над понями я специально захвачу эту территорию и снова сделаю ее марионеткой. Присоединю ее к Лонгсворду. Либо как марионетку, либо полноценно. Специально, прям хоть зачитерю, чтобы отомстить за нее. И предыдущую серию также гляньте, тут была наша сестренка. Ее взяли и свергли. Вот собаки. Ну ладно. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки или дизлайки. Также пишите комментарии, предлагайте, возможно, не новые сюжеты. Может, у вас есть какие-то прям очень интересные сюжеты, которые никто не делал, даже если они могут показаться вам скучными. Потому что, как говорится, все самое интересное уже все захапали. А надо все-таки что-то интересное тоже нам проходить. Ну и также критикуйте видеоролика, как бы вы хотели, чтобы все-таки я не читал ивенты и делал это типа за кадром и потом объяснял, либо не так, либо как обычно. Загляните в описание, там будет ссылочка на человека, который сделал нам шапочку и логотипчик. Крайне отличный дизайнер, он постарается сделать вам все максимально хорошо и так, как вы хотите. Он вас не разочарует. И не забывайте, конечно, там также будет ссылочка на мой Discord сервер, заглядывайте туда. И Рутуб. На всякий пожарный, если с Ютубом что-то все-таки случится, хотя пока что я надеюсь, что его не трогают, наш Роскомнадзор пока что его не трогает, но кто знает. Так мы зато не потеряемся. И подписывайтесь и жмите на колокольчик. Так вы о новых видео узнаете. И пополните нашу большую, но все такую же крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!